Halo Bala Duel, Sobat Naruto, narasi untuk obrolan. Video kali ini tentang seremoni perubahan nama Irkut Corporation menjadi Yakolab beserta presentasi peluncuran produk baru mereka yaitu pesawat Sukhoi Superjet SJ-100 dan MC-21, ada juga beberapa pesawat komersial lainnya. Video ini memang panjang, tapi kalian tidak perlu khawatir. Kalian bisa menonton dengan menekan tombol subtitle untuk terjemahannya ke bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Acara ini berlangsung pada tanggal 26 Juli 2023. Bersama video ini pula, tim narasi untuk obrolan mengucapkan terima kasih kepada para sobat semua yang sudah mendukung channel narasi untuk obrolan, karena subscribernya saat ini sudah mencapai 1000 lebih. Hal ini dicapai dalam waktu yang kurang dari 1 bulan sudah mencapai 1000 subscriber. Pencapaian subscriber yang sangat signifikan dari video tentang Yakolab 130, jadi agak berhubungan ya. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini kepada channel narasi untuk obrolan. Terima kasih yang sudah ngasih kritikan, saran, dan masukan, bahkan juga ada yang cacian. Ada yang menyampaikan sarannya itu dengan elegan, ada yang menyampaikan sarannya dengan penuh semangat, ada juga yang menyampaikan saran untuk kami dengan cacian, tapi kami tidak sakit hati karena itu kami anggap sebagai cambuk untuk kami semakin lebih baik dalam menyampaikan narasi di channel ini. Dan semoga kedepannya video-video dan narasinya semakin lebih baik dan terus berkembang channel ini. Sekali lagi selamat menonton acara seremoni beserta presentasi dari Yakolab selaku anak usaha dari United Aircraft Corporation. Уважаемые гости, мы начинаем презентацию нового названия корпорации «Иркут». И для приветственного слова приглашаем на сцену Олега Николаевича Евтушенко, исполнительного директора корпорации «Ростех». Добрый день, уважаемые коллеги. Рад видеть вас в таком количестве. Здесь я вижу представителей и федеральных органов исполнительной власти, и законодательного собрания нашей страны, и профессионального сообщества, и представителей авиакомпаний. Это говорит лишь о том, что да, сегодня мы так называемый ренейминг, мы назначаем новое слово нашему производителю. Да, как у нас говорят, Иркут. Больше, чем Иркут, да? Больше, чем Иркут. Хорошо, кстати, придумали слоган. И это говорит лишь о том, что значимость события, то есть под этим именем будут выпускаться самолеты на многие десятилетия, может быть, я надеюсь, на бесконечные десятилетия. Это имя войдет в историю мировой авиации, это имя войдет, и мы будем гордиться самолетами, которые будут выпускаться под этим именем. В прошлом году наша корпорация отметила 15-летие своего развития. Напомню, что в 2007 году мы начинали формировать корпорацию, и выручка нашей корпорации была порядка 600 миллиардов. Сегодня мы вышли на уровень 2 триллионов 100 с небольшим миллиардов. Ростех растет и органически, и неорганически. Вот 5 лет назад, благодаря поддержке и участию президента нашего, под наше крыло, что называется, залетела Объединенная авиационная корпорация. Мы, конечно, получили выручку 5,5 триллиона, да, но получили и значительное понимание, во-первых, что такое авиация. Как Юрий Борисович, как только он к нам пришел, сказал, что авиацией нужно жить. В авиации особенные люди. Я теперь это прекрасно понимаю. По моему мнению, в авиации даже свой какой-то особый язык, потому что иногда на совещаниях знаменитых по ОАК с комплектацией
мне лично сложновато уследить за мыслью авиаторов. Поэтому действительно такая отрасль, которой нужно жить. И вот, собственно, мы с ней живем. Пусть самолеты и не такое сложное сооружение, вернее, изделие, как космический корабль или подводная лодка, или двигатель, который стоит на самолете, да, но тем не менее быть финишером, я понимаю, как сложно и комплектации, конечно, договориться с финишером, но финишером здесь с точки зрения менеджмента сложно. Поэтому я, конечно, преклоняюсь перед менеджментом Ростеха. Юрий Борисович, спасибо вам большое, всей вашей команде, всей вашей команде конструкторов, профессионалов. Я думаю, что с новым названием будет еще веселее, что называется. И я не буду называть это название для тех, кто не знает. Сохраним интригу. В добрый путь с новым именем. Десятки тысяч километров, моря, горы, леса, города и люди, живущие под одним небом. Мы объединяем многолетний опыт и лучшие ресурсы российского авиастроения, чтобы открыть небо для каждого. Создаем новый отечественный флот авиаперевозок и расширяем возможности для жизни и бизнеса. Каждый день мы сокращаем расстояния и соединяем города, стираем границы и открываем новые горизонты для российской авиатранспортной отрасли. Мы используем самые современные технологии, внедряем новейшие разработки и проверенные решения, приближая будущее. Масштабное, вдохновляющее и бескрайнее. Как небо, объединяющее каждого из нас. Для открытия презентации приглашаем на сцену Юрия Борисовича Слюсаря, генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации. Уважаемые коллеги, друзья, рад вас приветствовать в этом замечательном нашем таком инфраструктурном объекте. Спасибо вам за то, что выбрались, что нашли возможность принять участие. У нас сегодня знаковое событие, знаковое во всех смыслах. В прошлом году мы закончили ребрендинг УАКа целиком, посвятили этому значительное количество усилий, и многие из вас видели наши уже фирменные новые цвета, наши логотипы. Сегодняшнее событие – это завершение формирования, оформления наших дивизионов. Напомню, в УАКе 4 дивизиона, это 4 наших направления деятельности. Оперативно-тактическая авиация – это ОКБ «Сухой МиГ», специальные самолеты ОКБ «Туполева», военно-транспортные самолеты у нас под крылом Илюшина, мы всех собрали. А сегодня мы с вами завершаем оформление дивизиона гражданской авиации. Это знаменитый, прославленный «Иркут». Прославлен во всех смыслах, 8 тысяч самолетов, 10 предприятий в 9 городах присутствия, 20 тысяч человек, работающих в корпорации. Ну и самое главное, это команда, сплоченная, профессиональная, компетентная команда, которая способна проектировать, производить, сопровождать, обслуживать самые современные гражданские боевые самолеты. И наша задача, мы традиционно сильны в боевой авиации, мы известны, мы успешны. Теперь наша задача с опорой на наши исторические традиции, на память, устремиться вперед и сделать больше в гражданском самолетостроении. Такая задача перед нами поставлена. Сегодня мы будем говорить об названиях и именах, но ценность этого мероприятия я бы не стал преуменьшать. Вот знак, символ крайне важно в нашей с вами деятельности. И то, что сегодня произойдет, на мой взгляд, я бы очень хотел пожелать, чтобы так было. Это была некая новая страница в нашем гражданском самолетостроении.
Ура за работу, товарищи. Спасибо. Андрей Иванович Богинский, генеральный директор корпорации «Иркут». Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые гости. Спасибо вам огромное, что нашли время и добрались, может быть, не так далеко от Москвы, но с тяжелым трафиком прекрасно понимаем, насколько это бывает нелегко, поэтому еще раз вам спасибо большое. Мы сегодня будем говорить о том, что мы, присутствуя в 10 городах, в 9 регионах, нас, Юрий Борисович уже сказал, более 20 тысяч Иркут, а УАК – это коллектив, состоящий из 100 тысяч людей, сотрудников. Вот. Поэтому мы говорим о том, что мы находимся по всей стране, вот, и Иркут – это символ большого пути. Путь, который был пройден просто от представительства Иркутского авиационного завода в Москве, далее до корпоративного центра и фактически формирование основных компетенций по конструированию и производству летательных аппаратов. Но в основе всего, конечно, находятся люди. Вот, люди, знания, компетенции, и которые обеспечивают выполнение нами основных функций. Это разработка, производство, продажи, послепродажное обслуживание авиационной техники. Мы сегодня, как УАК, одна из сильнейших команд в стране по послепродажному обслуживанию самолетов. Мы проделали большой путь, учли уроки прошлого, вот, и набранными темпами движемся вперед. И сегодня, основываясь на большом трудовом коллективе Иркута, вот, соответственно, можно отметить, что такими компетенциями с точки зрения разработки производства, кроме Российской Федерации, обладают еще несколько стран. Да? В мире более 8 миллиардов людей, почти 200 стран, но только некоторые из них могут создавать, производить летательные аппараты. И мы одни из лидеров в этом направлении. В основе Иркута, конечно, стоит Иркутский авиационный завод, который и сегодня является ключевым активом компании, самой крупной производственной площадкой не только компании внутри Иркута, УАКа, но и по всей стране. Это один из лидеров в нашей авиационной промышленности. Но развитие в целом компании, расширение задач, компетенций, реагирование на те вызовы, которые стоят, подсказывают, что мы уже выросли из текущего названия, и нам нужно двигаться вперед. Мы искали звучное имя, которое позволило бы отразить весь масштаб работы, которую мы выполняем. Имя, которое могло бы связать поколения людей, города, заводы в стремлении к единой цели – цели жизни. Наш путь начался на заре эпохи авиации. Во времена, когда энтузиасты, мечтатели и романтики делали первые шаги в небе. А затем еще сотни шагов, открывших небо нашей страны ее людям. Мы учили страну летать. Когда пробил час войны, защищали ее небо. А когда опасность миновала, мы строили новые самолеты. Сокращали расстояние. Делали авиаперевозки доступными. И опережали время. И все же главное, что нам удалось построить, это вовсе не самолет. Это школа. Школа отечественного авиастроения. Тысячи людей, без которых у страны не может быть крыльев. Менялся мир, менялись требования времени, менялась сама страна. И мы менялись вместе с ней, оставаясь верными себе. Уникальные технологии,
Знания и компетенции, мощности, позволяющие справиться с задачами огромной страны. А главное – уверенность в себе и своих коллегах. Все это мы. Мы – Яковлев. Мы Яковлев. С таким предложением мы обратились к нашим акционерам, к руководителям объемно-воспитательной корпорации. И нас услышали, мы были поддержаны. Спасибо Сергею Викторовичу, Чемизу Юрию Борисовичу, которые поддержали наши начинания. Это действительно серьезный ответственный шаг, но это движение вперед. И отрадно нам сегодня, что на нашем мероприятии, посвященном переименованию компании, присутствует сын Александра Сергеевича, Сергей Александрович Яковлев, который тоже разделяет нашу, скажем так, идеологию по движению вперед. Новое название – это увековечивание имени Александра Сергеевича Яковлева в корпоративной структуре российского гражданского авиастроения. С 2004 года опытное конструкторское бюро Яковлев – часть нашей компании, и теперь вся компания будет носить и его имя. Самолеты Туполева, Илюшина и Яковлева были основой нашего воздушного флота. Их имена неразрывно связаны с историей мировой гражданской авиации. Туполев и Илюшин, Юрий Борисович сегодня сказал об этом, стали основой для дивизионов специальной и военно-транспортной авиации. Новое название нашей компании – это логичное продолжение работы по формированию дивизиональной структуры Объединенной авиастроительной корпорации. ОКБ Яковлева – это более 200 типов и модификаций летательных аппаратов. Это более 100 машин, которые были запущены в серию. Наследие Александра Сергеевича на должности заместителя министра или замнаркома авиационной промышленности – это объединение и развитие предприятий в период Великой Отечественной войны и выход на крупную серию, тогда, когда страну нужно было защищать и стояли серьезные задачи. Этот опыт актуален и сегодня. Мы сегодня в нынешних реалиях сталкиваемся с вызовами не менее серьезными, чем раньше. Они немного, может быть, другие, но они не менее серьезно влияют на нашу с вами жизнь и деятельность. Новое название – это часть большого процесса по развитию единой культуры. И наша задача – развивать общую систему ценностей от Комсомольска-на-Амуре до Москвы. И мы будем сохранять традиции, развивать партнерство. Мы открыты к диалогу и нацелены на результат. А самое главное, мы пройдем этот путь вместе. О том, как мы это будем делать, расскажут мои коллеги, о том, как мы будем это делать, развивать, поддерживать и сохранять. Константин Федорович Попович, директор инженерного центра публичного акционерного общества «Яковлев». Уважаемые коллеги, друзья, вот никогда не думал, что буду выступать как сторожил АКБ Яковлева, потому что мы, когда приходим на работу и работаем, всегда чувствуем себя молодыми. И хочется делать, хочется творить. И с удивлением обнаруживаю, что прошло уже много лет, и за спиной, в общем-то, достаточно большой путь. Мы много говорим о традициях, и сейчас хочется подчеркнуть, что это не только набор знаний и умений, которые мы, как авиастроители, используем, и то, что называется школой КБ. У каждого КБ есть свои традиции, есть своя школа. Но это еще и набор таких качеств, как преданность профессии, как ответственность, как ощущение принадлежности к коллективу, который выполняет государственные задачи. Это ощущение, которое дает чувство самоуважения. Мне просто повезло, что мне на этом пути, богатом АКБ Яковлева, было позволено или посчастливилось пройти путь от инженера-конструктора до главного конструктора, до директора инженерного центра. Практически
все те направления, которые были, мне посчастливилось участвовать в разработке. Это и вертикально взлетающий самолет, сверхзвуковой Як-141. Кстати, вот полет на корабле, кусочек был здесь показан. Это и учебно-тренировочный самолет Як-130, который шел уже в постсоветское время. Это был российский самолет и достаточно большие задачи. И это самолет МС-21. То есть практически это все такие основные направления, которые шли в ВКБ Яковлева. ВКБ Яковлева, ну, в моем понимании, это было одно из самых продуктивных конструкторских бюро. Как уже было сказано, было за все время в разработке более 200 типов летательных аппаратов. Около 100 или более 100 аппаратов было принято на серийное производство. Но обратите внимание, летательных аппаратов – это не самолеты в чистом виде. Это вертикально взлетающие самолеты, это беспилотники, это буксируемые планеры, это практически вертолеты, которые, в принципе, были также спроектированы, проходили испытания в ВКБ Яковлева. Это одна из характерных черт Яковлевской школы. Это новаторство. То есть, в принципе, в ВКБ никогда не боялись экспериментировать и были всегда открыты к новым решениям, технологическим каким-то направлениям. Вот. И, в принципе, это вот то следствие богатого разнообразия типов самолетов и летательных аппаратов, как раз следствие именно новаторского подхода. Одно из направлений, которое коренное имеет или такие глобальные корни ВКБ Яковлева, это традиции учебной авиации. Если мы вспомним самолеты У-2, Як-18, Як-18Т, Як-52, это все те самолеты, на которых учились целые поколения наших летчиков и которые дали путевку в жизнь всем, вплоть до космонавтов. То есть, в принципе, это те традиции, которые были продолжены и дальше. Это самолет Як-130 учебно-боевой, который проектировался и изначально задавался как самолет для всех видов обучения, от начального до продвинутого обучения. Сейчас мы разрабатываем модернизированный самолет Як-130М, который сдвинут уже в сторону больше специальных задач и обучения продвинутого. Но, однако, мы не забрасываем и легкие самолеты. С Росавиацией и летными училищами продолжается работа по формированию технического задания на учебно-тренировочный самолет для гражданских училищ, который имеет свои особенности. Кроме этого, огромное направление и огромный пласт работы – это гражданская тематика, которая никогда не оставляла КБ Яковлева. Это первый, один, во всяком случае, из первых в мире реактивных самолетов региональных, это Як-40. Его дальнейшее развитие и создание самолета Як-42, в общем-то, было большим достижением, потому что он являлся в свое время одним из самых экономически эффективных самолетов с двигателями и аэродинамикой, которая позволяла, в общем-то, его эффективно эксплуатировать. На базе Як-42 был в 90-х годах разработан или начат проект по созданию магистрального самолета. Ну, правда, он шел сначала в качестве трехдвигательного, но потом, в принципе, в макетной комиссии был представлен двухдвигательный самолет с двигателями под крылом, который получил одобрение, который на базе двигателя ПС-90А12 с тягой, по-моему, 11 тонн, Сан Саныч поправят, если я ошибаюсь, вот, который был одобрен макетной комиссией и был рекомендован к дальнейшему производству. К сожалению, 90-е годы не позволило дальше нам развивать эту тематику, но, однако, это стало логическим продолжением работ для самолета МС-21, который был или использовал ту наработку и те традиции, которые были заложены в самолет Як-42, а он назывался уже Як-242. Но традиции нашего КБ в настоящий момент, они уже развиваются в сторону работ, которые мы ведем вместе
со специалистами, которые, конечно же, на протяжении многих лет были и пришли к нам. Это специалисты и КБ Туполева, и Илюшина. И КБ сейчас представляет новый сплав, это действительно сплав специалистов с теми знаниями и умениями, и это продвинутое вперед несколько понимание методов проектирования. Но кроме того, сейчас мы на пути объединения и работ по самолетам Суперджет. И, коллеги, важная цель нашей истории – коллектив специалистов, который базируется на, если я не ошибаюсь, на ядре из специалистов АКБ Сухого, обогатит наш опыт, и мы вместе сольем наши умения и опыт, который наши коллеги получили в ходе создания самолета Суперджет-100, позволит нам продолжить традиции лидерства в гражданской авиации. В принципе, мы делали лучшие самолеты гражданские, и мы должны создавать лучшие самолеты в своем классе. Поэтому мы делали это в прошлом, и я надеюсь, что мы будем делать это и сейчас, и не сдадим позиции лидерства по гражданской авиации. Спасибо за внимание, спасибо большое. Анатолий Иосифович Гайданский, генеральный директор «Аэрокомпозит», первый заместитель генерального директора публичного акционерного общества Яковлев. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень волнительно выступать на этой сцене сейчас, особенно после Константина Федоровича, который рассказал о истории, о традициях нашей корпорации. Действительно, мы все люди, которые работаем в корпорации, мы очень гордимся этим. Мы очень гордимся, что мы можем создавать здесь, наверное, самые лучшие, самые перспективные воздушные суда, как в области гражданской, так и в области военной авиации. Мы на этом мероприятии, на этом празднике отмечаем то, что было, но и с уверенностью смотрим в будущее. Я хочу как раз несколько слов сказать о том, что же нас ждет, какие у нас задачи стоят и какие цели. Что такое наша компания? Наша компания – это основной разработчик пассажирских самолетов нового поколения. Вы здесь все видите, стоят два наших прекрасных красавца – Сухой Суперджет и МС-21. Это те самолеты, которые в ближайшие десятилетия будут определять вообще стратегию и вообще являться основным транспортным элементом в нашей стране, перевозя наших пассажиров по нашей бескрайней родине. У нас сейчас находится два великих, можно сказать, не великих, хорошо, два очень сильных конструкторских бюро, которые занимаются разработкой этих воздушных судов. Это КБ, который занимается проектированием самолета Суперджет. Сейчас мы работаем над новой версией этого самолета, Суперджет Нью, это полностью импортозамещенный самолет. И КБ, которая занимается разработкой воздушного судна МС-21, тоже можем мы его здесь видеть. Там ровно такая же задача, да, имея сертификат типа, мы сейчас полностью импортозамещаем все системы и должны в ближайшее время вывести оба этих самолета на гражданские воздушные линии и начать безопасно перевозить этих наших пассажиров. Конечно, есть у нас уникальные компетенции, но нам в перспективе работать и над этими проектами, и в перспективе надо работать над проектами новых воздушных судов, которые будут развиваться в нашей стране. Конечно, основой вообще проектирования самолетов в современном этапе, в современном мире являются цифровые технологии. Самолет Сухой Суперджет-100, наверное, один из первых воздушных судов, который был разработан полностью в цифре. МС-21 такой же самолет. Мы даже уже не умеем, наверное, разрабатывать конструкцию воздушных судов без использования электронных систем проектирования. Эти системы позволяют нам легко передавать информацию от сконструирования к оснастке, от оснастки к производству до управляющих программ. Они позволяют нам сквозным образом вести и видеть весь процесс, историю воздушного судна, как оно проектировалось, как оно создавалось, как оно эксплуатируется. Естественно, стоит перед нами задача объединения усилий и знаний двух КБ, лучших практик для того, чтобы создать единое объединенное КБ, которое будет проектировать максимально быстро, максимально дешево и максимально надежно наши воздушные суда.
Очень важная задача – это оптимизация распределения нагрузки между двумя КБ. Зачастую бывают разные стадии проектов. В одних случаях одни подразделения перегружены, другие недогружены. Объединение подразделений, естественно, позволяет сглаживать эти пики и эти провалы и создавать воздушную технику с максимальной скоростью, с высочайшим качеством. Программа импортозамещения, я уже о ней несколько слов сказал, она активно сейчас реализуется на обоих проектах. Вы знаете, что сейчас наши уважаемые иностранные коллеги полностью заблокировали всю поставку и оборудования, и техники, и двигателей, и обслуживания их, поэтому мы вынуждены в самые кратчайшие сроки полностью импортозамещать все системы наших воздушных судов. И основной задачей, которая у нас стоит, это максимально унифицировать те подходы, которые мы сейчас имеем к поставке агрегатов, поставке блоков, систем между двумя воздушными судами и для того, чтобы применять это в будущих проектах. Уже сейчас у нас достаточно сильная унификация по бортовому электронному оборудованию в области агрегатов авионики. Мы сейчас занимаемся значительно такими вещами в области композитных материалов. И на сухом суперджете, и на МС-21 будут унифицированы подходы по композитным технологиям во многом. Но и в дальнейшем эта степень интеграции будет только расти, чтобы еще раз снизить и стоимость разработки, и, главное, нашим уважаемым коллегам в эксплуатации снизить потом стоимость обслуживания на послепродажном обслуживании, на размере складов, на скорости ввода самолетов в эксплуатацию при обслуживании и ремонте. Но что очень важно отметить? Очень важно отметить, что эффективное взаимодействие возможно не только внутри корпорации и не только должно быть здесь. Оно должно быть между нами и нашими ключевыми заказчиками, теми, кто эксплуатирует воздушные суда, авиакомпаниями, которые в конце концов должны максимально в комфортных условиях перевозить наших пассажиров с минимальными простоями, потерями и с максимально высоким качеством сервиса, который есть. Естественно, мы будем работать и выстраивать эти взаимно выгодные партнерские отношения, слушать наши авиакомпании, прислушиваться к их мнению, обратной связи и стараться сделать так, чтобы всем нашим, в конце концов, пассажирам нашей великой страны было комфортно и безопасно летать на наших самолетах. Спасибо большое. Александр Викторович Долотовский, заместитель директора по разработке филиала «Региональные самолеты» публичного акционерного общества «Яковлев». В 2000 году компания «Сухой» принимает неожиданное для всех решение выйти на рынок гражданского самолетостроения. Было очень много скепсиса. Но теперь, когда мы создали первый в стране полностью цифровой пассажирский самолет, когда более 150 самолетов летают каждый день, перевозя пассажиров, мы твердо знаем, у нас получилось. И это все благодаря тому, что на протяжении всего этого проекта мы были открыты к диалогу и нацелены на результат. Изначально мы были готовы добиться всего, вопреки всему, сжав зубы, идти вперед, сравнивать, смотреть, спрашивать, пробовать, учиться у лучших, ошибаться, повторять опять, пробовать снова. Мы собрали команду единомышленников, готовых учить и учиться самим, внедрять с ними лучшие практики и создавать свои, которых еще ни у кого нет. Урок, который мы получили на этой программе, никто не ценит прошлые заслуги. Среди создателей Суперджета были мэтры советского авиастроения, люди, создавшие Су-27 и МиГ-29, Ту-204 и Ил-96. И даже создатели Бурана, вот основа нашей команды самолетостроителей на начало программы. Но даже самые первые встречи с будущими заказчиками показали, умение строить самолеты недостаточно для того, чтобы построить хороший коммерческий лайнер. Надо слушать и слышать, быть готовыми отстаивать свою позицию и признавать свои ошибки, а признавая, исправлять их. Мы старались и продолжаем стараться делать технику для заказчика. И именно поэтому Суперджет получился таким, какой он есть сейчас. Самолет приятный для пилотов, техников и пассажиров. Команда создателей Суперджет – это более 2500 высококлассных инженеров, конструкторов, менеджеров, рабочих,
специалистов самых разных специальностей, которые необходимы для того, чтобы обеспечить работу авиационной программы по полному жизненному циклу. И эта команда уже делится своим опытом, культурой и знаниями с другими специалистами УАКа, работающими по другим программам. Работаем вместе – это не просто слова. Это наш культурный код. Это философия достижения нашего общего успеха. Многие из здесь присутствующих знают меня лично и знают хорошо. Знают, что я готов всегда в диалоге, в обсуждении, в спорах искать истину, находить правильные общие решения. Не секрет, что с Анатолием Юрьевичем, например, мы же не всегда находим общие решения сразу, спорим, но ведь находим. И именно так я убежден, и только так рождаются правильные решения, в спорах, во взаимодействии, в диалоге. Работаем вместе, друзья. Мы уже однажды проходили ребрендинг. В самом начале программы название у самолета было RRJ – русский региональный реактивный. К 2006 году пришло понимание, что мы перерастаем этот статус, нужно новое яркое имя. Так появился Суперджет 100. Тогда казалось имя слишком уж яркое, надо быть скромнее, но теперь, оглядываясь назад, я понимаю, это было правильное решение и правильное название. Название для продукта, созданного суперкомандой. Многие пытались пройти такой путь, но пока удалось только нам. И вся команда УАК Яковлев теперь должна стать с новой суперкомандой, чтобы достичь своего нового, нашего общего суперуспеха. Я хочу, чтобы слово «супер» стало ключевым на этом мероприятии, чтобы оно привело нас всех к желаемой цели, цели жизни. Суперкоманда, суперпрогресс, суперуспех, суперджет, новый, теперь полностью наш. Перемены – это движение. Следование своему курсу к новым высотам и новым возможностям. Мы воплощаем в жизнь амбициозные проекты и сразу ставим перед собой новые цели, чтобы становиться лучше, применять самые совершенные технологии и создавать решения, продуманные в каждой детали. Быть надежным партнером и сильным лидером, воплощающим великое наследие отечественного авиастроения. Мы объединяем все лучшее и делаем следующий шаг. Мы меняемся, не изменяя себе. Андрей Иванович Багинский, генеральный директор публичного акционерного общества «Яковлев». Уважаемые коллеги, друзья, мы постарались не сильно всех утомить, для того, чтобы оставить больше времени на общение, поэтому, подводя итоги выступления Александра Викторовича, Суперджет 100, именно таким мы видим название нашего российского Суперджет, который раньше носил конструкторский шифр «Нью». В заключение также хотел бы обратиться к нашим сотрудникам. Надеюсь, что все сказанное сегодня, представленное, нашло отклик в ваших сердцах и умах, ведь именно нам с вами предстоит своим ежедневным трудом подтверждать наше соответствие новому бренду Яковлев и его ценностям. Особую благодарность хотел бы выразить гостям сегодняшнего мероприятия. Сегодня здесь собрались наши акционеры, коллеги, партнеры, наши уважаемые руководители из профильных министерств, ведомств, наши партнеры из авиакомпаний, финансовых и научных учреждений. Надеюсь, что новое имя нашей компании будет способствовать нашему еще более тесному и плодотворному взаимодействию. Спасибо, что нашли время сегодня быть вместе с нами. А теперь предлагаю поближе познакомиться с нашими самолетами и продолжить вечер в формате дружеского общения. Спасибо. Уважаемые гости, прежде чем мы откроем двери ангара, я приглашаю вас подняться со своих мест и обернуться в сторону входа, чтобы увидеть шоу-презентацию нового названия Суперджет 100.
Друзья, сейчас откроется дверь ангара. Перед вами наши самолеты. Наш новый бренд. Наш Яковлев. Спасибо всем гостям за участие в мероприятии и интерес к нашей работе. Продолжить этот вечер мы предлагаем в формате дружеского общения. Для этого приглашаем всех вас на улицу, где вы увидите, как новый логотип ОАК «Яковлев» смотрится на наших самолетах. Bagaimana tanggapan kalian atas video ini? Silakan duel di permukaan kolom komentar yang disediakan oleh YouTube.